Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на своем канале «Каревы. Жизнь на Кипре». Меня зовут Юля. Меня зовут Андрей. На своем канале мы хотим подробно вам рассказать, как нам живется на Северном Кипре, как мы купили недвижимость, почему мы купили недвижимость, вообще чем мы тут занимаемся, чем живем и дышим, как говорится. Немножко расскажем о себе. Я бывший хоккеист, только пару лет назад закончил свою карьеру. Ведь до этого у меня не было никакой возможности путешествовать, потому что все время занимали игры, тренировки. Я мог вырваться только на отпуск, пару недель в году. И вот сейчас, наконец-то, осуществилась моя давняя мечта. Некоторое время назад мы приняли решение купить недвижимость на берегу моря. Но не для постоянного проживания, а для того, чтобы приезжать как на дачу, чтобы мы могли не 2 недели в году отдыхать, там, как в Турции в отелях, а могли на 3 месяца с детьми уехать. Родители наши могли, чтобы приехать, наши родные, близкие, друзья. Вот мы и начали искать упорно такое место на земле. Но вообще было несколько факторов, которые предопределили наш выбор. Мы выбирали из Испании, из Черногории, куда несколько раз ездили отдыхать. Но по совокупности Северный Кипр занял первое место у нас. Хотя так интересно получилось, что мы приняли решение купить недвижимость на Северном Кипре, потому что пару лет назад начала ко мне приходить информация про Северный Кипр. Наши друзья, знакомые начали покупать, но также много наших знакомых и в Испании покупали. Но мы почему-то решили купить на Северном Кипре, и именно в момент пандемии мы никогда здесь не были и купили вообще онлайн, чтобы вы понимали. Как-то мне кажется, что это сработало какое-то там 7-е чувство. Очень важными факторами для приобретения недвижимости на Северном Кипре повлияла для нас это экология, это доступность жизни финансовая, это, естественно, стоимость недвижимости и это образование. Благодаря советам наших друзей, которые уже бывали тут, и даже у нескольких была своя недвижимость, а мы все-таки сделали свой выбор в пользу Северного Кипра. У меня всегда перед глазами была картинка, прям с детства, с одной стороны море и с другой стороны горы. И вот такую страну я искала. Я нашла такую страну, такое место, это Дения в Испании. Мы там отдыхали 4 года подряд. Но, к сожалению, мы не смогли там купить недвижимость, потому что она там очень дорогая. Для примера, там однокомнатная квартира, студия стоит 150 тысяч евро. Это в хорошем состоянии, от 150 евро. И мы не могли такого себе позволить. Также вернемся к факторам, из-за которых мы купили здесь недвижимость. Именно фактор экологический. Здесь очень хороший климат, экологически чистая страна, здесь нету производства, здесь вообще ГМО уголовно наказуемо. Извини, что перебью. Просто недавно даже читали статью, что некоторые продукты, которые привезли из ЕС, местная соцслужба просто не пропустила и уничтожила из-за того, что был превышен какой-то уровень пестицидов, который был разрешен в Европе. Да, здесь действительно очень экологически чистые продукты, и в магазинах продаются такие продукты, которые я постоянно выбрасываю через 2 дня, они портятся. У меня творог, сыр портится через 2-3 дня, при том, что в Белоруссии они могли лежать в холодильнике по 2-3 недели. И это касается вообще всех продуктов, зелени. В общем, видно, что это ничего не обрабатывается. В них заводятся жучки, паучки и червячки, потому что видно, что химии в нем нету. Это правда стопроцентная. Также очень важным фактором было приобретение недвижимости, было образование. В стране очень много находится университетов. Так как Кипр был английской колонией, здесь много английских университетов. За нами British College, вот недалеко здесь находится. Также American университет. В общем, достаточно много школ частных на английском языке, колледжей, после окончания которых диплом дает возможность поступить в вузы европейские. Также этот диплом котируется и можно хорошо найти работу в Европе, в Америке. Вот поэтому мы решили сюда перебраться. Опять же добавлю, что это, во-первых, доступность образования. В принципе, многие люди могут себе это позволить. В европейских школах, в европейских университетах стоимость обучения намного выше, чем тут.
Да, средняя стоимость здесь в колледже обучение в год стоит $3000. 3, там, $4000. Столько стоит у нас, это частные школы, столько стоят у нас детские садики частные. А здесь у тебя будет образование на английском языке. В Беларуси, например, обучение в школе на английском языке стоит в районе 10-12 тысяч долларов в год. То есть это в 3-4 раза дороже. Также очень важный фактор, что в стране валюта турецкая лира. Если сравнивать цены на Южном Кипре и на Северном, то на Северном Кипре цены где-то в среднем в 1,5-2 раза дешевле. Только из-за этого. Можно прийти к такому выводу, что на сегодняшний день именно для нашей семьи, с нашими приоритетами, с нашими финансами, с нашими какими-то мечтами, амбициями, Северный Кипр — это наилучшее место. Мы также хотим сказать, что здесь есть очень много и негативных моментов, которых очень многих раздражает, и не каждый сможет с этим мириться. Да, нас тоже раздражает, но мы некоторые моменты закрываем глаза, некоторые не закрываем, но тем не менее мы тут живем, нам нравится, и для нас это незначительные моменты, из-за которых мы не готовы отсюда уезжать. Когда мы приобрели недвижимость на Северном Кипре, нам захотелось как можно больше информации узнать про эту страну. Мы пересмотрели все ролики на Ютубе, в Инстаграме. Нам максимально хотелось больше узнать правдивой информации, максимально хотелось узнать не от риэлторов информацию, а от обычных людей. И мы находили, нам очень нравилось, но нам хотелось все больше и больше. И в данный момент мы решили сейчас создать свой канал, такой travel канал, в котором будем мы рассказывать про жизнь на Северном Кипре нашими глазами, все за и против, плюсы и минусы. Вот Андрей закончил школу Ютуба, и первый наш канал мы решили создать о спорте. То есть я как бывший хоккеист, Юля как фитнес-тренер. Мы хотели нести прекрасные красивые массы. Сейчас мы решили создать еще второй канал, который будет рассказывать о красоте Северного Кипра, о жизни тут. В общем, на этом канале будет много всего интересного. Смотрите и следите за нами. Может быть, кто-то примет решение приобрести недвижимость на Северном Кипре, а может, у кого-то вообще отпадет такое желание. В общем, ребят, чтобы не пропускать наше видео, постарайтесь подписаться на канал, и мы подготовим для вас очень и очень много интересного. Приятно было познакомиться. Смотрите нас, ждите новостей. Пока. Пока-пока.